Приветствую всех на своем канале. Сегодня будем укомплектовывать, собирать, готовить к монтажу биметаллический радиатор. Данный биметаллический радиатор состоит из 12 секций. Тепловая мощность 2364 ватта, вес бруто 22 килограмма 38 грамм. Данный радиатор состоит из голых секций. Для полной комплектации нам понадобится вот такой набор. Он покупается в зависимости, какая труба подачи и обратки будет подходить к вашему радиатору. У меня подходит труба трехчетверочная, поэтому набор у меня для трубы трехчетверочный. Он состоит из переходников с левой резьбой 2 штуки и 2 штуки с правой резьбой. Резьба имеется в виду вот эта, которая будет вкручиваться в радиатор. Выходное отверстие, как вы видите, под трехчетверочную трубу. Если у кого-то труба подачи полдюймовая, там 1/2, то, соответственно, и под эти трубы покупаются данные переходники. Еще здесь у нас мы имеем заглушку, кран для спуска воздуха и ключ для открывания-закрывания данного крана. Еще нам понадобится комплект крепежа. Вот такие вот крючки с дюбелями для крепления радиатора к стене. Крючки тоже бывают разной длины и разной толщины. В зависимости, как и где надо монтировать радиатор. Ну все, теперь я приступаю к укомплектации данного радиатора. Я сейчас снимаю упаковочный материал и приступаю к закручиванию переходников, заглушек и кранов для спуска воздуха. Освобождаем отверстие для монтажа. Полностью пленку не снимаем с радиатора, чтобы при монтаже его не поцарапать. Пленку снимем в самую последнюю очередь, когда у нас уже будет висеть на стенке, можно сказать. Здесь также освобождаем отверстие от пленки для монтажа. Все, теперь это у нас радиатор готов к дальнейшим работам. Открываем данный набор, потому что нам его надо монтировать на батарею. Сейчас я покажу, как у нас должно все стоять, и приступлю к монтажу. Так, все, я отсюда вытащил. Так, ну вот у нас теперь набор готов к монтажу. Чтобы, к примеру, закрутить заглушку, я должен закрутить переходник, а в переходник уже саму заглушку. И то же самое спускной кран. Я должен закрутить его в переходник, а переходник, соответственно, в радиатор. Я сейчас это все так наглядно покажу, а потом уже буду делать все как положено. Вот так вот, как я поставил радиатор, вот так он будет крепиться к стене. С левой стороны будет подача, подходит труба подача и обратка. Значит, с правой стороны вверху будет кран для спуска воздуха, а внизу будет заглушка. Сейчас я вам это продемонстрирую. В верхнюю часть батареи вкручивается кран для спуска воздуха. Вот. Я его наживил. Здесь можно фум-ленту и не подматывать, потому что здесь есть уплотнительное кольцо, что на переходнике, что на крану. И так на всех деталях. Внизу, соответственно, будет стоять заглушка. Здесь тоже, как вы видите, кольцо уплотнительное. И на самом переходнике тоже кольцо уплотнительное. Здесь на переходниках резьба правая. Соответственно, с другой стороны будет левая. Закручиваем один переходник. И не забываем, что у нас здесь левая резьба. Опять же, повторюсь, можно
фум-ленту не мотать, а просто вот закрутить, и все будет у вас хорошо. Течи не будет. Это я закрутил от руки, потом можно обтянуть ключом. Здесь у нас будет вход трубы трехчетверочный, но перед батареей будет стоять вот такой кран. Вверху и внизу. Американка. Это делается для того, что если, к примеру, батарея потекла, я кран перекрываю, откручиваю вот эту гайку от крана и спокойно могу снять батарею и ремонтировать ее. Здесь я намотаю лен. С другой стороны, я буду закручивать чуть иначе. Откручиваю вот эту гайку от самого крана. Смотрим. Здесь у нас внутри шестигранник. Такого шестигранника у вас вряд ли будет. И у меня тоже. Поэтому как выйти из положения? Берем рожковый ключ нужного размера. Обрезаем его с одной стороны. Здесь немного подтачиваем. И у нас получается хороший ключ. После того, как я намотаю сюда лен с пастой, я вот так закручу эту часть в радиатор. Вот, пожалуйста. То же самое я сделаю и на другом конце радиатора, где находится такой же кран. После этого я прикручу кран. Здесь вот есть резиновая прокладочка. Кран хорошо выставляется так, как вам удобно, так как он должен стоять. И вот эта гайка затягивается. И в принципе у нас радиатор готов к подключению к пайке полипропилена и к подключению к основным трубам. Но сейчас маленький бонус. Я покажу, как я наматываю лен на резьбовое соединение. Не фум-ленту, а я использую лен. Фум-ленту можно использовать, ну, вот тут вот на переходнике. А здесь я все-таки буду использовать лен. Здесь даже вот насечки есть. Для того, чтобы лен цеплялся за резьбу. Ну что, приступаю. Так, ну и последнее. Нам осталось намотать лен на данную резьбу. Кран закручиваем куда мы? Правильно, в правую сторону, по часовой стрелке. Наматывать как мы будем лен? Поворачиваем кран к себе. Тоже будем наматывать в правую сторону по часовой стрелке. Вот таким образом. Для этого нам надо что? Сам лен и, соответственно, паста сантехническая. Достали косичку. Распутали ее. Вот так вот встряхнули. Встряхнули. Чтобы концы были вот такие вот пушеные. И вот еще один момент. Если, к примеру, длины косы не хватает, чтобы намотать на всю резьбу, то что мы делаем? Что мы делаем? Опытным путем. Берем, к примеру, ну вот такой вот толщины косичку. Толстую не будем делать. Вот у нас она такая вот получилась, но нам ее длины не хватит, чтобы закрыть всю резьбу. Что мы делаем? Вот так вот ее половиним и сдвигаем. Половиним и сдвигаем, чтобы сделать нам саму нитку эту, саму нитку эту более длинную. И вот так вот закручиваем. Вот она у нас получается как ниточка. Вот такой длины. После этого, сейчас еще получше сделаю. Вот. Берем саму пасту и наносим ее на льняную нить. Вот так капнули. И тоже вот такими движениями по всей длиной нити растягиваем эту
эту пасту. Так, вот что у нас получилось. Вот такая вот нить длинненькая. Теперь как начать, так сказать, наматывать на резьбу? Как я делаю? Вот начало резьбы, заход. Положили вот так вот лен и вкладываем прямо в углубление самой резьбы. И просто с натягом начинаем наматывать по всей резьбе. Вот таким способом. Так, вот этот вот кончик, его заворачиваем вместе с основным льном и пошли вот так вот наматывать его по всей резьбе. Здесь делаем, на конце резьбы делаем несколько витков, чтобы было потолще. И возвращаемся к началу нашей резьбы. Так, чтобы хвостик вышел в начало резьбы. Это делается для того, чтобы при закручивании наш хвостик зацепился за начало резьбы и не раскручивался. Можно сверху взять еще пасту. Вот так вот немножко ее мазануть и размазать по всей плоскости льна. Вот так вот загладили. Вот у нас что получилось. Сейчас я ее включу в биметаллический радиатор. Теперь основательно закручиваем переходнички. Здесь у нас левая резьба, поэтому крутим влево. У меня вот есть такой ключ рожковый на 30. Я могу им закрутить. Если у кого нет, можно взять вот такой разводной ключ, подложить резиночку из-под камеры, чтобы не поцарапать сам переходник или радиатор. И вот так вот закручиваем. Но я потуже сделаю крючок, чтобы это больше не повторяться. Все. И теперь нам надо что сделать? Правильно закрутить кран. Я все-таки советую раскрутить вот эту гайку, вставить наш ключ, который я вам показывал, как я его сделал, и закручиваем. Здесь резьба у нас правая. Так, руками сколько мог я закрутил. Опять же таки, чтобы тоже мне закрутить, мне придется использовать, ну, к примеру, вот этот вот ключ. Делаем его потоньше и при помощи него закручиваем. Вот сейчас я стал закручивать и стал откручиваться переходник внизу. Тогда его придется что делать правильно? Придерживать рожковым ключом. Иначе он откручивается. Вот я ставлю ключ, а этим поджимаю кран. Вот думаю, вот так вот будет достаточно. Так, теперь закручиваем сам кран. Я вам говорил уже, что там резинка уплотнительная, которая не даст теплоносителю выйти наружу. Устанавливаем кран так, как нам надо. К примеру, вот так, да? Ну вот у нас как все получилось. Сейчас посмотрим, что у нас там с резьбой, где лен наматан. Так, ну вот сейчас смотрим на место, где я наматывал лен. Как вы видите, тут все отлично, все идеально. Очень хорошо и плотно лен лег на всю резьбу. Течи здесь ни в коем случае не будет.
Ну вот теперь у нас биметаллический радиатор готов к подключению к теплоносителю, к трубам. Также мы его навешиваем на кронштейне на стене. И еще раз смотрим, что у нас тут получилось. С правой стороны у нас спускной кран, кран Маевского. Внизу у нас, как вы видите, заглушка. И с левой стороны вверху кран. Внизу тоже будет такой же кран. Я не стал вам показывать, чтобы не повторяться. И дальше у нас будут идти трубы с теплоносителем. Вот все. На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.